стриминг. Ну что, посмотрим, сейчас запустится или нет. Стриминг. Ага, понятно. В общем-то, всей душой я ненавижу рестрим. Или ОБС, не знаю, кто это косячит из них. Не позволяет он мне нормально сделать настройку. Сейчас, секундочку, я трансляцией заделюсь. Причем показывает, что все типа круто, все настроено. Везде connected. Все типа круто работает. И нифига. Гена, привет. Евгений. Привет, Геннадий. Короче. Да, собственно, давно я эту штуку не читал, надо, я думаю, напомнить, особенно потому что новые люди подключаются к каналу, и они не в курсе, наверное, что все, кто смотрит меня первый раз или в записи, на канале есть мои стримы по другим локациям. Также есть ВК и Телеграм-канал CGI Vines, где я пишу о играх, технологиях и компьютерной графике. Все ссылки в описании под видео. Вы также можете присылать свои работы по локациям и пропсам на фидбэк, и не забывайте скидывать свои портфели, если вы занимаетесь окружением, пропсами, автомобилями, оружием. Возможно, у меня найдется работа для вас. Просто на самом деле довольно часто пишут с просьбой о какой-то работе. У меня иногда самого не бывает. Бывает, точнее, что нет времени. И я могу ее кому-то передавать. Вот. Так что скидывайте. Да, плюс ко всему, я еще на Патреоне открыл еще один тир. В общем, стандартный был за 30 баксов, это 1 час в месяц, и там фидбэк по портфолио, и, в общем, основная фишка — это 1 час созвона был. Сейчас я добавил еще один тир, и если, типа, кто-то как тестово хочет попробовать, типа, час, если его устраивает, то можно купить сразу на 5 часов, это выходит на 20 баксов дешевле. Вот, по сути, все то же самое, только не 1 час созвона, а 5 часов в месяц. Вот. Ссылка тоже под видео, поэтому можно глянуть, ознакомиться. Или просто поддержать канал. Так вот, ладно, давайте перейдем уже к делу. Что я хотел здесь показать сегодня. Так же, как я писал в описании, я нашел прикольный, это даже, не знаю, не гайд, не тутор, это просто чувак в Твиттере запостил картиночку. Типа, смотрите, какой прикольный шейдер я сделал. Вот, он сделал не первый. Вот, но результат довольно прикольный. Короче, в чем он заключается? Сейчас, одну секунду, я выйду в чат. Я постоянно забываю это сделать. Заключается в том, что появляются объемные дымы, скажем так. Секунду. Сейчас все расскажу. Вот, естественно, это не супер дешевое удовольствие. Можно, конечно, заниматься оптимизацией всей этой штуки, но у нас сейчас такой задачи не стоит. У нас задача сделать красиво, прикольно и интересно. Вот. Эта штука довольно интересная, поэтому я про нее сегодня расскажу. Давайте сначала покажу результат, который real-time. Результат, который мы имеем по итогу. Вот такие дымы, мы можем их двигать, передвигать, настраивать интенсивность, плотность и прочие штуки. По сути, это материал, посаженный на... То есть, ну вот видите, да, она как в углублениях более плотная, а чуть выше она немножко рассеивается. Вот, такая дымка. Ее можно сделать заполняющей всю сферу. Вот, сфера обычная из примитивов, вытащенная вот отсюда.
Вот. Ну и, соответственно, увеличенные. Вот, мы как раз ее будем использовать для того, чтобы показать, как это все работает. Ну вот, куда-нибудь ее вот сюда засунем. Пока что она нам не так сильно нужна. Сфера, иди сюда. Она у нас была где-то здесь. Вот, работает эффект с включенным Volumetric фогом. То есть нужно пойти... Привет, Вадос. Постпроцесс. У меня тут провод неудобно лежит. Так, я там не сильно съехал в камере. Рад видеть твой стрим. Я рад вас всех видеть на моем канале. На нашем канале. Вот. Без вас бы я, конечно, ничего не делал. Значит, идем в постпроцесс. Так, про что я говорил? Не в постпроцесс. Сорян, мы идем в Fog, в Exponential High Fog, и включаем галочку Volumetric Fog. Вот. Эта штука работает через нее. Далее, нам нужно собрать материал. Но перед этим... Так, мастер материал и инстанс нам нужен будет. Но перед этим нам нужно включить в Project сеттингах в рендеринге. Если вы в 5-м Unreal работаете, то, скорее всего, эта опция у вас уже включена, либо вы ее включили до этого сами. Generate Mesh Distance Field, потому что этот эффект работает именно по Distance филдам. Короче, включайте и компильте проект, он, по-моему, требует. Вот, и переходим, собственно, к самому шейдеру. Где он тут у нас? Вот. В шейдере ничего сложного нету, я, как обычно, в своем стиле покажу, то есть я не буду создавать сейчас прямо на стриме эти все ноды, в этом смысла я особо не вижу, это какая-то обезьянья работа. Вот, просто покажу, что есть по итогу, и какие-то настройки, которые просто по вьюпорте этого Blueprint эдитора не увидишь. Короче, что вам нужно, значит, в самом материале включить настройки на Volume, Additive и Default Lead. Больше здесь ничего трогать не нужно. У нас открывается Extinction, типа параметр. Вот. И, соответственно, при наведении можно прочитать, что он означает. И дальше начинаем создавать, наверное... Блин, надо было разгруппировать, конечно, точнее сгруппировать наоборот. Для удобного восприятия. Короче. Как-то вот так. Для тех, кто любит собирать шейдеры, я думаю, они по итогу разберутся, что к чему. Вот, я особо тут рассказывать не буду, за исключением того, что здесь есть некоторые параметры, которые влияют на текстуру, которая в свою очередь является... Господи, как они называются-то? Сейчас, секунду. Короче, являются объемной виртуальной текстурой. Вот. Как они создаются? Создаются они достаточно просто. Прикол в том, что в той картинке чувак просто говорит, ну, вам нужна, типа, объемная текстура. Вот, я такой думаю, что за текстура объемная, никогда ими не пользовался. Вот, и я, короче, из разных мест понатыкал, понадергал, короче, всяких объяснений. И в итоге объемные текстуры можно создавать двумя способами. Можно сделать, либо у вас, если готовая noise текстура уже есть, ну, допустим, какая-нибудь вот такая. Сколько она там разрешением у нас? 4К. Нет, это что-то жирно. Давайте что-нибудь поменьше возьмем. Ну, вот эту. Это тоже 4К. Что такое? Что они все такие объемные? Вот, 2К.
Вот 1К. Давайте из нее попробуем сделать. Короче, выделяете просто текстуру, нажимаете правой кнопкой и Create Volume Texture. Это один способ. Называете ее там как-нибудь. И потом не находите. Так, одну секунду. Она у нас здесь. Текст я убрал. Короче, она вам делает сразу настройки автоматом. Секундочку. Кто-то что-то написал. Я сразу стригерился. Да. Неважно. Короче, текстура получается, чтобы посмотреть ее в объеме, нужно, да, в 5 и 4 Unreal интерфейс просмотра текстуры, он немножко отличается. В 4-м View вот здесь находится, вот здесь вот кнопочка, можно через нее заходить. В 5-м находится View Setting вот здесь вот. И здесь выбираем пункт View Mode, Trace into Volume. И у вас появляется объемная текстурка, которую можно крутить. Вот. Размер этой текстуры задается вот здесь в Source 2D и Tile Size. Здесь можно там написать 512. Вот, она увеличится, соответственно, и, в общем, ей можно будет пользоваться. Второй способ, как создать эту текстуру. Да, Content Browser. Так, давайте cancel. Это мы просто нажимаем правой кнопкой, идем в материал текстуры и создаем объемную текстуру. Тоже как-нибудь ее называем. Вот. И открываем ее, соответственно, видим, что она 1 на 1 пиксель. Вот. И здесь есть Source Texture. И вот здесь мы уже выбираем ту текстуру, которая нам больше всего подходит. Noise можете любой, который больше всего подходит. Ну, то есть там какой-нибудь, не знаю, вороной более-менее подходящий шум, который такой более облачный. Короче, лучше такие вот типы использовать. Вот, причем текстуры используются две. В шейдере вы можете использовать две разные текстуры. Можете две одинаковые, просто они между собой смешиваются, вычитаются, и ну, более разнообразные варианты получаются. Короче, берем какой-нибудь нойз у нас там, который меньше всего весил, сколько он вот этот был, по-моему. Вот, и получаем то же самое. Вот, размер можно тоже задавать тот, который будет нужен. Это все на финальный результат потом влияет. Не сильно, но есть... Ну, Ген, это, короче, волюметрическая текстура. Объемная. Которая используется для как раз этих демов. Вот. У меня, соответственно, текстурка уже создана. Вот. Я использую две одинаковые текстурки, потому что, ну, типа, зачем? Не знаю, результат меня пока что устраивает. Если бы какие-то проблемы были, я бы поменял. Вот. Сама текстура находится в режиме Color. Здесь она, у нее компрессия стоит стандартной по дефолту. Вот. Ну и, соответственно, здесь все, что вы видите, просто можете копировать. Кому-то, если охота разбираться, можете... Ну, кто, в общем, разбирается в шейдерах, он так поймет, что к чему здесь происходит. Вот. Значит, одна текстурка у нас здесь собирается. Дальше идут некоторые параметры и там математические итерации, вычитания и прочее. Вот. Собственно, параметр Carl Scale. Curl, наверное, надо сказать. Вот. Параметры желательно ставить, если у вас сцена в метриках плюс-минус, как у меня, то параметры лучше просто скопировать у меня. Вот. Чтобы, ну, сразу результат увидеть. Да, кстати, вот здесь в вьюпорте вы ничего не увидите. Можете не стараться. В 4-м Unreal это тоже можно делать, да. Разницы особо никакой нет, только вот, ну... Вообще, в принципе, 5-й World Scene, привет.
разница, в принципе, между пятым и четвертым больше в интерфейсах, ну и в паре технологий, в которых они добавили. В остальном логика осталась там плюс-минус той же. Короче, да, изначально эта штука под 4 Unreal работает. Так, ну и в пятом тоже, соответственно. Так, далее. Значит, это у нас одна ветка, вторая ветка у нас идет во вторую текстуру. Focus Size, World Position. Это все эдится и уходит во вторую текстуру. Дальше идет Multiply Stride Power и Multiply с другой веткой ниже, сейчас покажу. Соответственно, здесь параметры константы, значение, я поближе кому-нибудь сделаю, видно 5641. Давайте сразу скажу про Strength, как его нужно правильно настроить. Когда вы создаете параметр, нужно выбрать, это, собственно, параметр, который отвечает за то, чтобы ваш волюмный эффект работал внутри геометрии. Ставите галочку Use Custom Primitive Data и выставляете цифру 1. Вот, это все, что нужно сделать. Что на первый взгляд может быть не очевидно. Играет трек конца стрима. Когда ты в Питер приедешь, шейдеры, это хорошо. Вот любители шейдеров подошли. В Питер я точно пока не знаю, либо в этом, либо в следующем месяце, я так думаю. Вот. Это от разных... От разных обстоятельств, короче, зависит. Ладно, давайте этот блок закончим. Значит, следующая ветка, которую нам нужно собрать, это маскирование по геометрии. Тут никаких супер настроек тоже нету. Все по стандарту. Единственное, сфер маск нода добавляется. И все это мультиплается потом с вот этой веткой. Я супер вообще круто объясняю просто подход к созданию шейдеров, но для меня это просто не так важно, поэтому разобраться можно всегда, главное понимать, как бы, что из чего собирается. Вот, собственно, две одинаковые текстуры, настройки текстур одинаковые. На одной, на второй показываю, потому что у меня с этим были проблемы, я изначально не погуглил, что нужно использовать объемные текстуры, использовал обычные. Сказано, что двумерные текстуры тоже можно использовать, но у меня ничего не заработало, у меня шейдер собирался с ошибками. Я разные варианты компрессии, sampler type выбирал, и, короче, у меня не заработало. Короче, в итоге я создал объемные текстуры, и с ними все стало отлично. После этого скрестите пальчики, у вас должен нормально скомпилиться шейдер, все должно заработать. Значит, следующий этап — это наша сфера. Как создается сфера, я вам уже показал. Он, соответственно, используется как контейнер для этого шейдера. Все, что нужно сделать, это просто, ну, во-первых, мы создаем... Сейчас, секунду. Так, по какому ходке он там называется? Ctrl Spacebar. Так. Бесит. Это просто удобно, чтобы на стриме еще показывать. Да, вам нужен, собственно, из вашего мастер-материала, который только что успешно скомпилился, собрать инстанс. Вот, и уже инстанс закидывать на саму сферу. Вот, здесь, соответственно, в инстансе есть параметры, которые мы вынесли. Их можно рулить конкретно под вашу сцену, под вашу ситуацию. Вот. Поэтому берем... Да, не всегда срабатывает. Перетаскиваем на сферу. И в самой сфере, в детейлсах, нужно... сейчас я эту штуку найду. Секундочку.
Override Material. Раньше он разве был? В общем, появился. Сейчас я долистаю до туда. Сейчас этот параметр, он где-то скрыт, там зарыт глубоко. Сейчас, одну секундочку. Так, он находится во вкладке рендеринг. Сейчас у меня лагать перестанет. Угу. Раскрываете custom примитив data. И здесь есть массивы. Нужно добавить 2 штуки в один... ну, это опять же настройки под вашу сцену. У меня настройки примерно 2.5, по-моему. Вот. И видим, собственно, магия происходит. Ну, собственно, да, на этом вся идея его заканчивается. Его можно использовать и внизу, можно использовать его наверху. Так, он у нас уполз куда-то. Вот, не забывайте, что работает по distance филдам. Если у вас эффект, в общем, да, с источниками света он тоже взаимодействует. Если у вас эффект не очень хорошо виден, то есть вы проверили и на свету, и на земле, и везде-везде, вот, то в самом шейдере... Сейчас, секунду. В самом шейдере можете еще один параметр в emissive засунуть, вот здесь, благо он доступен, и интенсивность наруливать через emissive, как вариант. Вот. Короче. На этом гайд закончен, а дальше пойдет стрим в обычном ключе. Так. В чем преимущество сборки кастом фога? Ну, это опять же под ситуацию. Естественно, дешевле делать старым методом плашечками, да, но плашечки... Одну секунду, я посмотрел налево и увидел вот это. Как же мы без этого? Сейчас будет с задавленным шумодавом эффект открывания Кока-Колы. Так вот. Все мы прекрасно знаем плюсы и минусы плашечек. Это плюсы то, что они оптимизированы, и минусы то, что они выглядят определенным образом, и с этим ничего не сделать. То есть там есть, допустим, когда вы спускаете их, когда вы делаете воздушную перспективу, допустим, далеко, они работают классно. Если вы используете дымы там на средних дистанциях или на ближних дистанциях, понятно, что они выглядят не очень хорошо, они плоские палятся. Они, когда погружаются частично в землю, мы видим резкий переход этой плашки от земли к, собственно, самому фогу. Вот, приходится делать фейдауты, когда мы близко к ним подбегаем, и вот эти все штуки. Вот. Соответственно, это один из вариантов, он чуть более дорогой, но выглядит, ну, как бы выглядит он по-другому. Плашками вы такое не сделаете. Вот. Короче, просто если вдруг... наверняка найдутся тех артисты, которые этот эффект оптимизируют настолько, что он будет минимум вдвое дешевле, чем то, что сделал я. Вот, но информация пока только такая. Так, сборка кастофога. Времени же много уходит. Возможно, ты у меня спрашивал отличие фога типа волюметрического, который по стандарту идет. Он вообще по-другому работает, и такого эффекта там точно не добьешься. Так, одну секунду, сейчас я вернусь в трансляцию. Что
чем преимущество сбора кастофога, времени, фига продакшн. Просто сейчас я тоже развиваюсь в этом направлении, уже более-менее стал понимать логику блюпринтов, шейдеров. Вот, по шейдерам я тебе не расскажу, потому что говорю, что я не сильно в последнее время вообще вникаю. Короче, у меня готовые пресеты, я ими пользуюсь. Что-то могу дописать для себя, но так я поменьше этого касаюсь, мне это не особо интересно. Кирилл, привет. Петя, привет. Панель можно закрепить, чтобы не уезжала. Панельку, ты имеешь в виду контент этого дроуэр, он теперь называется. Она у меня вообще на другом мониторе, поэтому я особо не страдаю. Так, куда делить детейл? Вот он. Вот черный на черном вообще не видно. Сколько у тебя FPS в стандартной сцене от третьего лица с люмином? У меня сцена вообще не оптимизирована, и оптимизировать я, конечно же, и не буду. Плюс я говорил, что у меня и convolutional блюмы включены, exponential фоги, вот эти штуки всякие наруленные, поэтому у меня, ну, типа вот плюс-минус там 20 FPS, и типа крутится, viewport крутится, стрим мутится, и, короче, норм. Вот, если оптимизировать, конечно, то там, понятно, можно все что угодно вытащить. Вот. Я, кстати, не знаю еще, насколько сильно влияет в пятом Unreal. Плюс мы, да, это все еще собираем на... как называется? На альфа-версии пятого Unreal. Насколько сильно влияют эмиссии, они же сейчас как источники света работают. Вот, и вот здесь у меня просто кубики стоят с эмиссием накинутым. Вот, и они, по сути, дают освещение тоже. Я не знаю, насколько это вообще тема дорогая. Я подозреваю, что не дешевая. Привет, я тебя в трейс из релокации взяли, ты на удаленке. Я на удаленке, привет, Игорь. Он был в офисе, потом в Москву обратно укатил. Прикольно. Разрешают удаленку. Я на самом деле не скажу, что как в трейсе, кому разрешают, кому не разрешают. У всех ситуации разные, и нужно просто разговаривать, как это возможно, невозможно. Там зависит от проекта, зависит от многих факторов. Эти в твоей сцене в стандартной пустой третьего лица, которая... я не знаю, у меня таких сцен нет. Я конвертнул сразу свою, пустую не создавал. Не знаю. Не пробовал. Так, ладно. Что у нас изменилось с прошлого раза? Тут ничего не изменилось. У нас появилась дырка вот здесь. Да, сквозная. Так, это у нас что? Это вообще можно удалить? Квадрат. Не, куб. Что за куб? Вообще непонятно. Так, он нам нужен? Да. Надо же, как-то он странно стоит, я его раньше не замечал. Так, интересно, дает ли он нам какой-то засветку какую-то. Да, кстати, я сейчас вспомнил, что когда переходишь в... Да, ничего не изменяется по свету, по-моему. Значит, он нам нафиг не нужен. Когда переходишь в 5 Unreal, соответственно, на Lumen, у тебя материалы, которые были... Они же one-sided у меня, если сейчас я не ошибаюсь. Ну, то есть, соответственно, свет через них может просвечивать, да, если геометрия типа в один полигон, толщину в один полигон сделана. То есть без толщины. Вот, то свет должен просвечивать. Так, ну да, не two-sided. Вот, короче, люмен, он видит, то есть, короче, этот параметр, он либо не работает, но свет не просвечивает, как мы видим. Да, хотя у нас геометрия, видно вот, у нее бэкфейсов показывают, в общем, что там толщины нету. Короче, вот такая особенность, я пока тоже не знаю, как, типа, какие в этом фишечки преимущества, либо, наоборот, где-нибудь вылезет багом.
Максимум 50 FPS с люмином, если в небо смотреть. А так 45, если пара кубиков есть. А, ну значит у меня еще и на сцену влияет. Ну, скорее всего, у меня, я думаю, так же. Значит, всякие люмины, вот это все еще влияет. Вот, ну там же еще от спеков компа влияет тоже. У люмина вроде плюс-минус статичная производительность с миссивом и без. А с миссивом с одним, или ты пробовал много их раскопировать? Потому что у меня и миссивы как бы и в ступенях вот здесь, и на стенах эмиссив, и вот тут вот у меня вокруг эмиссив, и здесь, и, короче, и на потолке, и везде. Это называется, начал делать sci-fi локацию. Надо везде светяшки наставить. Так. Да, я остановился на том, что... что я делал? Тут я, значит, ничего не делал. А, я размапил вот это вот наши железяки. Я что-то подумал, что их надо бы поинтереснее сделать. Я сюда еще хочу плиты добавить. Вот, чтобы шума немножечко убрать. Вот, и может быть как-то, в общем, дать место для отдыха глазу. Вот, я не так много успел за прошлую неделю. Тут вот этот ассет я более-менее подготовил, размапил. Там даже деталюшечки начал добавлять стрима с нашего. Вот. Там тут. Какую-то вот такую штуку добавил, не знаю. Лапки добавил такие вот снизу. Ну, короче, наверх добавил. Тут еще такие отверстия. Вот. Всякие тоже заклепочки. Там где-то размапил, подмапил, где было криво. Ой, а что-то грязи здесь нету. Совсем. Надо доделать будет. Вот. Смотрел, как труба выглядит. То есть у меня была идея здесь еще трубу сделать, чтобы, ну, как-то переход вот этот скрыть. Блин, теперь мне эти сферы будут мешать. Вот эту вот трубу, ну, как бы вот так вот мне не очень нравилось, как-то не очень прикольно. Песочными пайлами я подумал, что делать не стоит. Хотя не знаю. Посмотрим. Может быть, сюда просто геометрию с какой-нибудь песком сделаю и шлепну поверх. Вот. Ну, в общем, труба мне пока не очень понравилась, как выглядит. Я, наверное, от нее буду избавляться. Потому что она прям новата, честно говоря. Вот. Может быть, у нас в начальных вариантах еще, помните, был провод вот здесь вот в самом начале. Я потом от него избавился тоже. В общем, сейчас думаю вернуть, попробовать еще раз посмотреть. Можем, по-моему, где-то есть у нас уже готовый. Блокаутный. В общем, ладно. Давай. А, ну да, еще вот эту сферку я начал ей наконец-то заниматься. Я ее грязьку по ней размапил. Вот. И начал детальки добавлять туда всякие. Там всякие заклепки. В общем, всякие штуки. А потом я вдруг решил смотреть, можно ли с этим что-то сделать через декал машины. Вот. И, в общем, завис в ней на несколько дней. Вот, туторы смотрел, прочую всякую штуку. В общем, продолжил, видимо, на неделе. Да, у нас же целая неделя впереди, у нас не выходные сегодня. Продолжил, короче, с этой сферой работать. Вот, надо будет по цветам еще разбить ее. В общем, да, сегодня вот с этой штукой будем разбираться. Ее надо размапить на трим и прочее. Поэтому давайте запустим Blender. А у тебя эмиссия в сцене работает вне экрана? Тут в сцене V5 сейчас вроде глюки с этим. А, ты имеешь в виду, что он не screen-space просчитывается? Да, я даже не посмотрел, как он называется. Так, она называется Platform Entrance. А какой функционал у этих сфер? Функционал у этих сфер декоративный. Это просто пропс.
Вот, я когда начинал делать локацию, я просто думаю, что у меня обязательно должен быть какой-то пропс. Вот, ну просто я теперь думаю, что может быть еще один какой-нибудь квадратный типа сделать. Вот, круглые они, я их увидел на каком-то концепте. Вот, и круглые они, потому что, ну, у меня вся локация такая. В кругляшах. Полусферах. И сферах. Вот. От них я еще планирую делать провода. Вот, но я как раз задумался о том, как наиболее быстрым способом можно было бы это сделать. И подумал, может быть, на блендере есть... он точно есть, аддон, который с проводами позволяет быстрее работать. Ну вот, ну, короче, тут шлейфы, может быть, даже вот такой формы будут. То есть вот здесь вот вход типа для штекера, вот, и оттуда вылезает провод. Короче, надо будет их как-нибудь красиво раскидать, вот, и, может быть, эту штуку эмиссионно сделать. Так. Так, Platform Entrance. Почему-то он не хочет не показывать, где она лежит. Ctrl-B. Вот, и хоткеи перестали работать. А, вот она. Такие приятные превьюшки. Да, вот это нам нужно. Что, я тут что-то начал уже даже мапить, что ли? Так, что за материал? Трим. Тут что-нибудь размаплено? Так, tile normal map. Так, все. Ну, да просто сферки и все. Так, у нас тут что-нибудь меняется вообще? Тут, наверное, надо вот так сделать. И unwrap. Какая-то странная штука. Почему-то не хочет ее квадрифицировать. А, он ее на куски разбивает. Так, какие? А, у нас вот здесь вот лишняя геометрия, надо тоже ее удалить. Как вам ролики последние по играм? Как вам ждалкер? Я, честно говоря, вообще что-то никак абсолютно не удивился. Ну, то есть, ну, как бы, ну, игра. Не знаю, вот Сталкер, когда он выходил, да, он тогда был клевый. Ну, а сейчас уже после всяких... Блин. После всяких метрошек он воспринимается как-то уже... не особо. Так... Он как-то... Ну, то есть там есть пару прикольных ракурсов, там, где, типа, в ночи и где молния шарашит.
да, и вот там довольно прикольный кадр, ну просто, может, сам кадр классно выстроен, и по Art Direction он такой, ну, хороший получился. Вот, но по ощущениям, как будто бы текучка была большая, и часть игры выглядит одним образом, а другая часть выглядит такая, типа, по-быстрому сделанная. Вот. Ну и вообще у меня есть подозрение, что на самой студии довольно как-то все это напоминало чем-то Atomic Heart. Ну, если кто-то понимает, о чем я. В плане разработки, я имею в виду. Так. Вы мне простите, да, что я вам не показываю этап развертки. Так, а что так все коряво? Unwrap. Квадрификация. Поворот. Дин-дин-дин-дин-дин. Что-то я не пойму, как-то геометрия куда-то уехала. А, ну конечно. Потому что здесь так надо другой тримчик какой-то взять. Хотя, в принципе, тут и тут. Да, я думаю, норм. Скачал первую часть Сталкера, захотел вспомнить, что там вообще было. Дайте-ка вспомнить. Ну, во-первых, я чувствовал долг сделать это на выходных, но на выходных что-то я так подумал, что когда большие праздники, я просто не хочу стримить, потому что все разъезжаются обычно в это время. Ну, или бухают в барах. Вот. И поэтому я решил попробовать в будни. И не знаю, если зайдет норм, может быть, на будни перейду. Короче, посмотрим, как сегодня получится. Ну и, в принципе, посмотреть, как после работы готов ли я что-то еще делать. Что хочется покушать, сходить. А тут надо стримить. И показать всякие штучки прикольные. Ну и кушать хочется. Ну, короче, такая история. Так. Я же могу делать совсем по-другому. Зачем мне это надо? Вот так и как делать. Да, ладно. Ctrl-D перестал у меня работать. Приходится делать Ctrl-C, Ctrl-V. А он, видимо, не работает. Ctrl-C, копит, пейстит. Вот мне интересно, куда он пейстит. Ничего себе. Сразу фантастику сделал какую-то. Так. Тут надо просто Rotation и Scale убить. Я думаю, это поможет. Он туда вставляет, главное, непонятно. Не, смотрите-ка. Это еще что за особенность?
Так, он вообще прилинкован к чему-то. Да, куда оно улетело? У меня с 3D-шкой что-то сложно все идет, чувствую я, что придется уходить. Почему у тебя с 3D-шкой, в смысле, ну типа, ты же уже прошел как бы самую сложную часть пути. Ну типа, база у тебя есть. Вот, осталось на нее как бы наращивать просто знания и все. А это процесс вечный. Пока не умрешь, будешь учить что-то новое. Только у меня буферит стрим. Честно говоря, не знаю, если у кого-то проблемы, скажите. А у тебя тоже... У тебя же стоит по меню на Blender, да, стоит? Я, собственно, вот себе собрал штучки. Такие. Такие. Тут еще есть место. Так. Так, я, честно говоря, забыл, как анпарентить правильно. Точнее, вот этот вот unlink, так, чтобы он не улетал. Entrance. Там Shift-P, по-моему, тоже как-то его можно... Блин, его так не вытащишь. Unlink. Блин, вот это стоит. Так, сейчас, короче, сделаем parent, clear parent. Да, эта штука весьма странна. Так, а если я залочу scale? Да, это так не работает. Unlink. Там что-то какая-то история была с тем, что его надо засовывать то ли в отдельный коллекшн. Там делать unlink. Нет. Интересная штука. Так. Центр. Там надо было еще вот эту грязь тоже нормально использовать.
Alt-P. Alt-P, кажется... Да, как-то так. Давайте. А я Shift-P, по-моему, по-майски нажимал. Так, сейчас, секунду. Alt-P. По-моему, ничего не произошло. Да. Короче, у меня кто-то где-то и какой-то из плагинов, он у меня тоже отобрал мои хоткей. В общем, посмотрю потом. Не сейчас. Ну в принципе можно же... Что там сварку сделать? Только с другим материалом. Трим. Это удалить. Да, вот так. Так, как я тут делал, что у меня там дальше шло? Вот эта штука. Да, вот такая штуковина. Так, ну а тут у нас должно быть все-таки тайл. Там с трансформейшном, по-моему, эта история, нет? Да, точно. А что случилось? Почему слетели текстурки? Потому что я его заменил его, точно. Там нужно добавить. Так, trim. Assign. Здесь trim assign. Да, это можно удалить. Так, save.
Да, я, вспомнил, как конкурентить с сохранением трансформов. Как локация продвигается? Давно не видел твой стрим. Ну, потихонечку продвигается. Мне сегодня Илья... Короче, дед, который сказал, что локация подходит к концу. А я говорю, там еще дофига делать. Ну, короче, я пока не загадываю. На прошлой локации у меня было где-то 20 чем-то выпусков. Это пока что 16. Ну, на этой локации я имею в виду. Так что как минимум еще, я думаю, 10 стримов будет точно. Попробуй английского диалекта обделить, альп как-то так, ага, базой. Все, есть многолетний опыт, но видно, этого недостаточно сейчас рекрутерам и работодателям. Раз работу не получается нормально найти, как 3 месяца уже, аж как-то грустно. Ну, слушай, 3 месяца это вообще как бы не показатель. Я искал полгода как-то работу, по-моему, или нет. Короче, либо это кто-то из знакомых был, я уже не помню. До полугода работу искать вообще нормально, так что еще 3 месяца можешь искать без проблем. Ты, конечно, смотри сам, но я думаю, что бросать профессию, в которой у тебя больше всего знаний, только потому что ты 3 месяца не можешь найти работу, это странно звучит. Вот. В общем, подумай еще. Сегодня взял и Сережа еще начал стримить параллельно. Так. Ага, это наверх уехало. Вот так-то лучше. Так, ладно, давайте закинем. Не знаю, всем хочется посмотреть. Вот сюда. Я, кстати, попробовал поставить еще на недельке, я удалил уже его, экспортер в Unreal из блендера, но что-то я особо в нем плюсов не нашел, кроме того, что ты изначально настройки можешь задать, которые тебе нужны, и все. Вот, консоль в 5-м Unreal почему-то не работает, питоновская. Там надо, там, по сути, действий получается практически столько же, сколько при обычном экспорте. Ну, то есть количество кликов, количество операций. Вот, я что-то подумал, думаю, какая-то странная. Ну, не знаю, может, я что-то не понял, конечно. Но пока меня это не особо порадовало. Реимпорт. Вон, Антон, сейчас тебе Петя найдет работу. Может, у них что-то есть. Петь, ты где, кстати, работаешь сейчас? А, ты на этом? На аутсорсе? Я думал, ты где-то в студии. Ничего себе, сколько материал слотов? Откуда столько? Тут же вроде ничего такого нету. Трим, тайл трим, все. Скорее всего, это, наверное, глюк Unreal, там, скорее всего, их...
Да, их же можно удалить теперь. Или не все? Нет, их так не удалишь. 6 материал слотов вообще откуда? Ладно, давайте смотреть. Это... Хотя странно. Это вообще что? Так, isolate. Как-то начинают мяучить опять. Так. Какая-то странная штука вообще. Может еще раз реимпортнуть? Тайл 3, тайл 2, тайл 0.1. А, может он... Трим 2. А, вот в чем прикол. Они тут наплодились. Короче, трим 1 нам везде нужен. Трим 1. Трим 1. Это не тут 6 вообще почему-то взялся. Трим 1. При дублировании, может быть, они. Трим 1. И тайл 1 нам тоже. Просто тайл нам нужен. Да, просто тайл. А там просто трима нету. К сожалению, нет. Кстати, функция какая-то была, типа, удалить все неиспользуемые материалы, или мне кажется? Cleanup. Use датаблок. Нет, это на это не распространяется, по-моему. Ладно. Так, а здесь трим 2, да, на трим 1 надо заменить. Хотя тут не трим, а тайл должен быть. Да, ведь там же тайл просто у нас. Тут вообще не размаплено никак. Ну и ладно. Так, тут нормально, тут нормально, тут нормально. Трим тайл. Так, сейчас должно быть, в сути, 2 материал слота. И сейчас как вылетит. И Livium.io, да, постоянка из дома, общаюсь через Google переводчик only. Так, это можно удалить. Это можно удалить. Так, да. Что-то как-то он долговато удаляет материалы пустые. В прошлой версии было быстрее. В 4-м Unreal. Или у Vium. Я даже посмотрю сейчас. Я даже музыку остановлю. Ну, все 2 минуты, конечно, смотреть не будем. Это буква У, что ли? Означающая Unreal. По-моему, Skybox слетел. Петь, по-любому твоя работа вот эта. Да? Это королевская битва.
Говори тут, где тут твои эффекты? Дымы. Дымы, мне кажется, тоже твои. О чем игра-то? Пока не очень понятно, как животные, в смысле, всякие существа дерутся между собой. Так, очень много непонятных штук. Ага. Так, и дальше какая-то смешнявка, наверное, будет. В общем, очень интересно, но я ничего не понял. Биткоин? О. У этих чуваков есть деньги. Они даже в телеге есть. Ладно, давайте посмотрим. 4000. Это чат. 4000 подписчиков. Так, ладно, все, не отвлекаемся. Если что, Петя расскажет всяких интересностей. Так, Tile Simple. Ага, сюда. Значит, это можно удалить. Это можно удалить. И надо поставить trim. Сейчас билдится. Trim sheet. Сюда. Забыл музыку включить. Не, пузырь не мой, я его переделал еще по-другому. Там автобаттл, как в карточных битвах, плюс можно будет персом бегать, да, денег сейчас тут дофига лол. Это известная тема в узких кругах. Ради интереса на техартиста еще подал тестовое дело, вот сейчас жду. Ну ты и редкий любитель техарта. Если тебе это прям действительно нравится, то мое уважение. Может быть, шумновато немножечко. Ну, сейчас посмотрим. Да. Надо будет тут еще заменить. Так и так. Ну, может быть, да, и стоит действительно сделать. Шумновато получилось конкретно вот здесь. Может быть, стоит этот тайл вернуть. И вытащить отсюда тексель. Так. Ну да, конечно, надо выделить сначала. Set value. И set my TD. Все поменялся. Так, и здесь та же история. Sign. И set my TD.
Ощущением, как будто этого не видно. Как-то он странно шейдит. Ладно, давайте засунем. В Техар с удовольствием бы пошел. Мало, правда, где джунов берут. Не знаю, в помощь лиду вполне себе, мне кажется. Но вообще, да. Это как для симуляции тоже, мне кажется, где-то рядом находится. Ну, типа, когда ты FX-ером идешь. Пару месяцев назад внезапно сказали купить новую видеокарту. На следующий день получил перевоз 40 и пришлось в этот же день идти покупать 3070. Ништяк. Самая быстрая покупка в моей жизни. Да. Это еще повезло, что есть. Точнее, что была видюха. Так, ладно, давайте, значит, это... Давайте зыркнем на нее там. По-быстрому, да, так, мне кажется, выглядит лучше. Меньше шума, и давайте теперь Dirt размапим. Так, map 1, map 2. А Dirt завезенный здесь нет. Нет, не завезенный, давайте его... Этот шейдинг. Так, тайл. Постоянно забываю, где он хранится у меня. Только там не Dirt, по-моему, было, как же он... Придется в материале посмотреть. Так. Гранж. Так, гранж вот здесь. Source location. И в color. Так, map 2 тут ок, и надо еще его тут поставить. Да, кстати, кто-то, может, знает, как правильно, корректно почистить проект от неиспользуемых текстур, материалов, там вот эту штуку. Если кто-нибудь подскажет, буду очень благодарен вам за это. Сейчас, секунду. Наверное, надо в другую сторону развернуть. Так. Да, я со страхом представляю, что мне придется покупать видюх. Так, давайте флипнем.
О, сейчас нормально сработало. Ну да, примерно так. Так, тут тоже сет и... Да, в принципе, норм. Так, сет. Жень, ты сейчас работу не ищешь? Я? Нет. Я сейчас не ищу, спасибо. Меня сейчас пока все устраивает. Где у тебя аутлайнер, Sun Collection, левая иконка над ним, выбираешь... О, не левая, а правая иконка. Где у меня аутлайнер? Так. Sun Collection. Правая иконка. Это что ли? New Collection. Блин, я хочу посмотреть. Он ее открывает. Я все равно не понял, что левая иконка над ним выбираешь. Так, не слева от поиска. Вот здесь, что ли? Ага. Похоже на дисплей data block, which unused or will be lost when fully loaded. А, вот так. Брашес даже. Браш тут при чем? Так, и что, получается, вот эти вот можно удалять прям вообще? Давайте я сохраню сейчас. Так, delete. Какие-то меши. Видимо, меши, которые не то используют. Materials. Как-то странно, они заново появляются. Ага, текстуры, которые не используются. Delete. Ну, насчет браша я вообще не знаю. Странная штука. Я ими вообще не пользуюсь. Так, окей, хорошо. Да, сейчас, наверное, должно быть нормально здесь все. TL30102. Так, они что, куда-то закрались опять? Да, фиг знает, вроде норм. Да, Антон, спасибо большое. Видишь, а ты увольняться хочешь. Так, оно все во втором канале. Это все хорошо. Так, тут сейчас должно быть все норм. Куда-то далеко улетел.
Блин, да что оно слетает-то все постоянно? О, мазафака. Так, ладно. На верхней же все нормально получилось. Да, поэтому я возьму ее, просто скопирую вниз. Коты пытаются пробраться ко мне. Так, и пилот, и... Здесь сейчас чуть-чуть только смещу в сторону, чтобы так не палилось. Да, сейчас, может быть, материалы слетят. Не знаю, у меня... Что такое? Опять, что ли, нейминг какой-то странный? Блин, как же бесит, а? Тут норм, тут но... Ну да, тут и должен быть один UV map. Тут два. Откуда опять материалы взялись? Трим 1. Тайл, Трим 1. Ну вот. Тайл, Трим 1. Первый должен быть тайл, что ли, вот так. Так, шейдинг, давайте сейчас отсыпем эту штуку. Да, сейчас вот должно быть все норм. Вы постоянно это слышите, я знаю. Материалы вроде в порядке. В общем-то, да, я не знаю, у меня ни разу не было мыслей за все время CG, чтобы уйти оттуда. Я все равно больше ничего не умею. Трим где-то в какой-то паразитный забрался. А все, больше нету. Тут трим только в 2 местах используется. Нет, все правильно. Да, все правильно, трим 1. Вот здесь должен быть. Какая-то ловушка блендера. Все, надеюсь, это последний римпорт. Не знаешь, чем отличается блендер GrabDog Pro от обычного? Не, вообще без понятия. Не знаю, Петь, ты единственный фиксер, который про это говорит. Все остальные мои знакомые нормально работают. Ну, либо, не знаю, может, не рассказывают. Ты, может, единственный правдивый фиксер, который об этом так говорит. Так, ну все, сейчас все нормально, отлично, наконец-то.
Такое освещение прикольное на улице. Так, это мы покрасили. Всё, да, здесь нормально. Теперь еще вот эту штуку надо будет мапить. Это такой геморрой просто вообще. Надеюсь, на этой неделе до камешков доберусь. Так, вот с этой надо закончить теперь. И детальки на нее начать вешать. Поэтому давайте тут мы сейчас все сохраним. И откроем Антон. Так, у Рисенти есть он или нет? Да, есть. Да, вот он. Кстати, смотрите, или нет. Надо вот эту размапить. Хотя, зачем ее мапить? Это же... Можно отзеркалить просто. Да ведь? Это просто удалим. Transform Origin. Increment. Да, все, она по центру стоит. И Mirror. Да, Mirror теперь это применим все. И чуть-чуть по-другому помапим. Чтобы она не палилась просто. Что это дублированная история. Ну да. Так, теперь тренинга давайте уберем эту штуку. Сейчас. Первый раз вижу фиксера, лишь тот, который с вами на мультиках работал, вроде уже сваливает окончательно. Ну да, у него там такая ситуация, что, мне кажется, ну, у него уже возраст. Человек в возрасте, что до него хочешь. Он всю свою сознательную жизнь CG проработал. Я не знаю, какой у него стаж там лет 100, наверное. Мысли об уходе не было бы, если бы не было бесконечных тестовых, от которых постоянно в минусе. Ну а чем ты будешь, Антон, заниматься, если не этим? Какие у тебя идеи? Так, тут какой-то мусор появился. Тут это вот так устроено. То есть, по сути, мне вот эту штуку можно взять и удалить из нее.
Так, вот эту всю историю получается. Да, так и есть. Так, и вот там какой-то еще мусор. Куда он берется? О, нормально. А, это вот здесь вот. Ну, эти штуки можно удалить, я так понимаю, а эту вернуть на место. Зачем там это снизу геометрия? Что мы ее тоже все равно не видим. Да ведь? А, нет, тут дырка появляется. Значит, надо вернуть. Хотя можно вот эту штуку убрать и просто там тексель поменять вот здесь вот. Так, тайл. Хотя вроде бы казалось бы он такой же, как и везде. Ладно, пока пусть остается. Антон, надо иногда выговориться. Говори как есть. Может, легче станет. Момент метания, он самый неприятный. Так, это вообще старые какие-то мои плашечки. Так, детальки. Детальки, детальки. Plane. Он замечательно создал. Ладно, не хочешь так, тогда будет. Так, и эта штука... Сейчас только одну надо настроить. Вообще вот сюда. И... Блин, я вот постоянно вот эти, между вот этими двумя шариками путаюсь с материалами. Надо же было так в интерфейсе накосячить.
Так, трим. Unwrap. И. Так, у нас же там, кстати, трим обновился. Надо его экспортнуть сюда и уже использовать по назначению. Так, где он был? Был он тут. Мне нужно PSD. Вот здесь, нет, не PNG нам не нужен. Нам нужен 6-й вот этот ТГ. Короче, вот так он выглядит. Добавилось несколько деталек еще. Но надо будет еще несколько добавить. Вот. Так, и вот этот. Вроде нужен супервайзер по моделингу, а по другим хз не слежу. Гена, ты что подумываешь? Свалить? Хочешь на удаленке сидеть? Жень, тебе, кстати, как в блендере следующего окружения тоже его будешь юзать. Ну, кстати, вопрос другой. Это я точно буду доделывать тут. Потому что, как бы, раз уж начал, есть стимул им пользоваться. Вот, я его все еще узнаю, все еще страдаю, но в следующем окружении, ну, по-любому я делаю в майке все это раз в 5, наверное, быстрее. Поэтому, не знаю, сложно пока сказать. Посмотрим. Я еще пока даже не знаю, что за окружение буду следующее делать. То есть в зависимости от этого уже буду смотреть. Так, у нас вот такие вот штуки-заклепки появились, и вот такой еще тримчик появился здесь. И вот до этого не было. Так, и давайте отмаскируем всю эту историю. Так. Значит, у нас вот эта штука. Так, вот это и... Главное тут не промахнуться. Ну да, вроде надо. Так, масочка. Да. Так, и в 2К теперь сохраняем. И мне казалось, я больше деталей добавил. Так. Так, вот так, да? И вот этот, по-моему. Знаете, что я не сделал? Я не сделал маску на все. Альфу не сделал на все это. Так, ладно, давайте тогда сейчас по-быстрому зафигачим, а потом я ее поправлю. Кошки ломятся. Так, и залить ее надо белым. Так, это готово.
Углы потом, конечно же, сделаю. Так. Правильное разрешение. 4К. Сейвимся. Теперь на 248. Петь, тебя за баунти-хантинг награждают прибавлением к зарплате. Или, может, разовая выплата какая-то. Так. Кошка, это бессмысленно царапать дверь, которая закрыта. Так, сохранилась. Отлично. Сейчас мы ее переэкспортим. Это не та текстура. Это не та текстура, которую вы ищете. А вот это та. Так. Альфа, реимпорт. Кстати, вот здесь пропали, по-моему, что ли. Странно. Да, смотрите-ка, я не сделал здесь. Надо будет сделать. Ладно. Все время забываю, что в Photoshop теперь можно несколько раз Ctrl-Z нажимать, и он будет работать. Так. Это я дорисую потом, окей. Пропала штука. Блин, ну мне без этих заклепок неинтересно тогда будет делать. Ладно, давайте пока другую сделаем. Так уж и быть. А потом просто поменяю. Так. Normal. Блин, почему она инвертнутая какая-то? Где-то инверсия включена. Ignore mirrors. Странно. Как будто он думает, что это mirror. Так, а так будет нормально? Да, так, кстати, нормально. Блин, не понимаю, как он работает, почему он инверсный-то.
Кошка, подожди. Скоро я тебя выпущу. Так, это тут. Дальше. Да, ехать в зеркалю потом тогда уж. Так, она была вот тут. Так. И последняя штука. Так, теперь их надо все заджойнить. И отзеркалить. Так, точно стоит? Вроде да. Ну да, конечно. Rotation skill. Так, тут норм. Так, это сохранено. По сути бы тут еще сделать... Ну, здесь вот здесь по-любому надо рисунок делать какой-то. Я еще пока хз. Я оверпейнтом сделаю в фотошопе потом. Тут как-то это разбить надо будет. На третий. Хитро. Так, одну секунду. У меня где-то были какие-то вспомогательные ревчики. Мне просто надо как лиду самому в подчинении фоксер. Ага. Ну вот, видишь. Мои стримы находят работу людям. Если Антон сам захочет, конечно, этого. Так, детальки. Так, я экспортил это. И так, какой понтон? Обычный понтон, наверное. Реимпорт. Сейчас опять, небось, лишних. Так, был один материал слот. Стало сколько? Стало прекрасно просто. Так, давайте применять новые знания. Delete. Так, браша, все, больше ничего нету. Пуш. Сцена. Так, тут что-то тримов. Давайте вот эти вот удалять.
Кстати, как отсюда их удалять? Минус. Минус, минус, минус. Так, ничего не слетело ниоткуда. Только, по-моему, что-то с нормальными, или мне кажется... Нет, мне кажется. Так, тут нормально, тут тайл, тут тайл. Тут все вроде нормально. Да. Надублировалось там. Надо как-то следить за этой штукой. Блин, чертов рестрим не дает мне нормально на все площадки стримить. Так. Тут стримчик. Вот сюда. Да, стрим, конечно, проблемы. Надо будет править. Но конкретно вот здесь надо будет править. Так, у меня что где-то был понтон, да, вот этот вот сюда. А, да, вот он более правильно выглядит. Я здесь подубрал чуть лишнего. То этот не тот материал вам показываю, сижу. Так, эти лишние удалить нафиг. И, честно говоря, тут надо будет... Такое ощущение, что на самих вот этих штуках с текстилем не то что-то, надо будет вот к этому подогнать. Да. Это тоже надо будет поправить. Так, лишнее поудалялось и... Тайл. Так, какой здесь тексель? Сет и... О. Сет. Он как будто бы какой-то неправильный. Я там тайлинг, что ли, менял? Давайте попробуем. Давайте не будем все менять, а то вдруг не в ту сторону меняем. Посмотрим сейчас, как вот это изменилось, одинаково они стали или нет. И потом уже продолжим. Ремпорт. Так, они поменялись. По-моему, ничего не поменялось. Странно. Вроде одинаковые. Ну, в смысле, они как бы и так одинаковые. Очень странно. Так, давайте увеличим его в 2 раза тогда. 6. Сет. Давайте до 0,7. Сет. 0,8. Еще раз сет, да, и, короче, вот эти все штуки тоже до 0,8.
Так, а можно несколько сразу взять? Сет. Да, можно сразу несколько делать, отлично. Сет. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Если оно изменится, замечательно. Блин, я понял. Вот я придурок. Это надо привыкать. Я это сделал не в том UV-канале. Отменяем, 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 отменяем. Я думаю, что он так странно выглядит, блин. Короче, это надо было вот тут делать. Так, ну, главное, я там не накосячил, вроде нигде отменил все. Так, короче, тут... Блин, да не тут. Вот здесь. Все, вот так верно. Calculate, set. Вот, так правильно. Все, так. Сейчас я прям за секунду все поменяю. 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас, кошка, я тебя выпущу, жди. Так, все это выделяем. Все, правильно, в первом UV-канале. Set. Вот. И реимпорт. Надеюсь, сейчас все вернется как было. Если нет, то поправить недолго. Да, отлично, все вернулось почти. Кальки надо будет поправить. Вот, а так пиксель вернулся. Ну да, они еще так выделяются, надо учитывать, что они будут без... Короче, надо помапить просто аккуратнее. Ладно, ребят, спасибо всем, кто зашел, всем, кто будет смотреть, всем новым подписавшимся на канал. Не забывайте, там есть кнопочки, колокольчики и прочее. И я надеюсь, до выходных. Вот. Так что всем хорошей рабочей недели. Всем пока.